Топ-10 самых богатых людей за всю историю по версии журнала Time. Американский еженедельный журнал Time составил список 10 самых богатых и влиятельных людей всех времен и народов. Богатейшим человеком издание признало правителя средневекового государства Мали Мансу Мусу. По мнению профессора истории Американского колледжа Феррум Ричарда Смита, во времена правления Мусы государство было крупнейшим производителем золота, поэтому его богатство невозможно точно подсчитать. Некоторые представления о размерах состояния Мусы можно получить благодаря описанию его знаменитого паломничества – хаджа в Мекку, который он совершил в 1324 году. Правителя, ехавшего верхом на коне, сопровождало по разным данным от 60 тысяч хроника Тарих ас-Судан до 80 тысяч по хронике Тарих аль-Фаташ человек. Его шествие через Каир, караваны верблюдов и вереницы рабов, расточительность царя и окружающего роскошь прославили монарха. Расходы посольского двора были столь огромны, что это вызвало валютный кризис в Египте. Из-за притока малийского золота местный драхметалл существенно обесценился. Кроме того, в исторических источниках существует упоминание, что армия Мусы состояла из 200 тысяч человек, в том числе 40 тысяч лучников. Это количество является весьма значительным даже для современных сверхдержав. Сохранилось изображение Мусы, на котором он держит золотой скипетр, восседая на троне из золота, с золотой чашей в руке и золотой короной на голове. На втором месте списка основатель Римской империи Октавиан Август. По словам стэнфордского профессора Яна Морриса, родственник Гая Юлия Цезаря не только возглавлял империю, на которую приходилось от 25 до 30% объема мирового производства, но и обладал несметным личным богатством, эквивалентным 1/5 экономики империи. В 2014 году его состояние составило бы примерно 4,6 триллиона долларов. Кроме этого, какое-то время Египет был личной вотчиной Октавиана, что немало способствовало росту его состояния. Замыкает тройку богатейших лидеров китайский император Шэньцзунь, в XI веке управлявший одним из самых экономически мощных государств, которое производило до 30% мирового ВВП. Источником богатства его империи стали технологические инновации, а также отлаженная система сбора налогов, которая, согласно Эдвардсу, на сотни лет опережала европейские аналоги. Также, по словам профессора, административная система Срединной империи была сильно централизована, а значит император имел полный контроль над экономикой. На 4-м месте Акбар I Великий. Падишах империи Великих Моголов, или, как его еще называют, величайший правитель Индии, управлял страной, на которую приходилось четверть всего, что производилось в мире в ту пору. По словам историков, в годы правления Акбара ВВП Индии на душу населения был сопоставим с Елизаветинской Англией XVI века. Утверждение, что элита Индии была богаче, чем их западные братья по сословию, подкреплено данными экономиста Бранка Милановича. Его исследование показало, что династия Великих Моголов правила одной из самых эффективных империй всех времен. Они знали толк в извлечении податей со своих подданных. На 5-м месте Иосиф Сталин. Сталин – незаурядная фигура в современной экономической истории, правитель с абсолютной властью, контролировавший одну из крупнейших экономик мира. Хотя практически невозможно отделить, собственно, богатство Сталина от богатства Советского Союза. Уникальное сочетание экономической мощи страны Советов и тотального контроля над СССР позволяет некоторым экономистам считать его одним из богатейших людей всех времен. И хотя деньги не принадлежали непосредственно Сталину, он имел возможность использовать всю мощь советской экономики как хотел. Он был государством, а государство было им. Он мог получить все, что хотел, говорит Джордж О'Либер, профессор истории в университете штата Алабама в Бирмингеме. Коба контролировал 1/6 часть суши без какого-либо контроля со стороны общества. Делает ли это Сталина богатым в традиционном смысле? В этом Либер уже не так уверен. Был ли он среди самых богатых людей? Спрашивает он и тут же отвечает.
Полагаю, его можно считать состоятельным человеком, расширив традиционное представление о том, что можно понимать под словом «богатство». Учитывая это, нельзя не включить Сталина в список наиболее экономически влиятельных людей в истории. Его богатство может быть и размыто хозяйственно-административной машиной, но нет никаких сомнений в том, что влияние авторитарного лидера на экономику Советского Союза не имеет себе равных в новейшей истории. На шестом месте Эндрю Карнеги. Несмотря на большую известность представителей клана Рокфеллеров, самым богатым американцем всех времен является Эндрю Карнеги, а не знаменитые нефтяные короли. Шотландский иммигрант Карнеги в 1901 году продал свою компанию US Steel за 480 миллионов долларов, или примерно за чуть более 2,1% ВВП США на то время. В 2014 году это составляло бы 372 миллиарда долларов. Седьмое место занял основатель американской компании Standard Oil Джон Рокфеллер, состояние которого в 1918 году оценивалось в 1,5 миллиарда долларов, или в пересчете на курс прошлого года 341 миллиард долларов. На восьмую строку журнал Time поместил бретонского рыцаря Алена Рыжего. На момент смерти в 1093 году его состояние составляло 11 тысяч фунтов стерлингов, порядка 7% ВВП Англии того времени. В пересчете на курс 2014 года 194 миллиарда долларов. На девятой строчке находится самый состоятельный человек из ныне живущих людей – Билл Гейтс. Forbes оценивает чистую стоимость активов основателя компании Microsoft в 78,9 миллиарда долларов. Замыкает топ-10 богатейших правителей в истории один из самых успешных военных руководителей всех времен – основатель Монгольской империи Чингисхан. Чингисхан, несомненно, является одним из самых успешных военачальников всех времен. Он возглавлял крупнейшую в истории человечества Монгольскую империю, которая на вершине своего могущества простиралась от Китая до Европы. Тем не менее, историки утверждают, что Чингисхан никогда не копил богатств. Напротив, щедрость хана была ключом его влияния. Одной из основ его успеха была традиция делить добычу с другими командирами и рядовыми воинами. Говорит Моррис Россаби, заслуженный профессор истории колледжа Куинс при городском университете Нью-Йорка. Джек Уэзерфорд, автор книги «Чингисхан и рождение современного мира», объясняет, что монгольским всадникам, в отличие от военнослужащих многих других армий тех времен, было запрещено иметь личные трофеи. После завоевания территории каждый предмет подлежал инвентаризации специальными чиновниками и только затем распределялся среди военнослужащих и членов их семей. Конечно, Чингисхан получал свою долю добычи, но это вряд ли сделало его богатым. Он не построил ни дворец для себя или своей семьи, ни храм, ни могилу, ни даже дом, говорит Уэзерфорд. Он родился и умер в войлочной юрте. После смерти его завернули в саван, как и любого другого монгола, а затем похоронили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь с друзьями.